Спазмозавр! Вау! Пульт! Посмотрите на пульт! Как будто похоже на какой-то вирус. Кирпичи стали более реалистичные. Это новые текстуры в игре Черепашки Ниндзя 2 Battle Nexus. Давайте сразу же будем их рассматривать. Поехали! Нажимаем на старт, нажимаем продолжить. И смотрим, сзади фон в выборе персонажа у нас поменялся на такой неоновый, как будто какой-то киберпанк. Нажимаем, конечно же, старт. И первое, это у нас Леонардо. Поменялась картинка нашего героя. И, ну, Леонардо такой себе стал. Рафаэль мне нравится намного больше, чем был в оригинале. Микеланджело сойдет, тоже прикольно. И у Донателло мне больше всего нравится его новая картинка, его новый персонаж. Это очень красиво выглядит в выборе персонажей. Кстати, посмотрим потом текстурки, как изменились вот этих новых, не новых, а вторых персонажей, за которых мы будем играть. Сегодня также. Итак, поехали, выбираем всех подряд. И, ой-ой-ой, я уже зашел. У нас тут теперь наложен фильтр, что мне, не знаю, не очень нравится. Как бы я не знаю, зачем этот фильтр был наложен. Я не знаю, как будто какая-то катастрофа случилась в Нью-Йорке. А, я так понял, смотрите. Это намекает нам на изменение карты. То есть то, что это прям реально, на самом деле, карта, где побывали черепахи, отметки их. Смотрите, тут знак вопроса, например. То, что они, типа, что там происходит. Дальше план на нападение башни небоскреба Шреддера. Также план по... Вот они думают, что же это такое, что это за здание TCRI. Также они думают нападать, точнее не нападать, а вот идти в подземный город. Также вот тут все вот эти стрелочки, кружочки. То есть это как будто изображение карты. Ну, достаточно неплохо, хорошо. Давайте, наверное, на что будем смотреть? Потому что тут очень много всего. Если вам понравится, то я сделаю вторую часть. Если вам не понравится, вам это не интересно. Вау! А вот этого я даже не видел. Смотрите, какой кружочек, типа, начинаем отсюда и идем вперед, и тут 3 стрелки. План нападения на Кураяму. Кстати, посмотрите, на английском написано Mike don't put on the coffee on the map. То есть, получается, Майк, не ставь кофе на карту. То есть, да, это у нас выходит просто бумажная карта у черепах, и они тут все планируют, все вот пишут, заметочки какие-то, и это очень даже хорошая идея. Кстати, у нас маркер поменялся на панцирь обычный, ну, я думаю, что та черепашка тоже была неплохая. Ладно. Что, давайте, с чего мы начнем сегодня, друзья? Пишите в комментариях, как вам отдельные моменты, чтобы вы исправили, что вам очень нравится. Пишите обязательно. Ссылку на этот мод я оставлю в описании, естественно. Просто поставьте кучу лайков, 100 лайков, блин, вообще идеально будет. И давайте уже начнем, а вы ставьте лайки. Так, Леонардо у нас поменялся. Да, черепашки стали чуть-чуть такими, видите, зелено-яркими. Но и контрастными. То есть это этот мод намного лучше, чем Черепашки Ниндзя 2003 мод. То есть прошлое видео про мод на моем канале про Черепашки Ниндзя 2003 первую игру. Это Battle Nexus, это вторая часть. Но тут уже постарались намного лучше. Посмотрите на текстурки. Контраста добавили совсем чуть-чуть. Они стали чуть-чуть более реалистичные за счет вот этих разводов. Вот этой вот... блин, ну это, как сказать, это грязь. Да. Но это не такая глобальная грязь, темная, вот такой мрак, который был в прошлой части в канализации. Это совершенно не то. Это уже действительно вот такие вот каменные текстурки, которые похожи на, ну, чем-то на реализм. То есть, блин, из вот такой мультяшной игры сделать что-то реалистичное одному человеку достаточно сложно. Кстати, платформы чуть-чуть выбелили, они стали чуть более белыми, смотрите, вот эти вот платформы, текстурки. И... сейчас оно кажется красивее, мне нравится. Итак, прыгаем дальше. Мышеловы у нас ставили чуть ярче, тоже неплохо выглядит. Кстати, еда в ящиках также изменилась. Вот наша кола, теперь вместо обычной колы у нас целая банка колы. Взрыв мне тоже нравится, он стал как будто более таким мультяшным, то есть не реалистичный, а мультяшный. Коробки изменили в лучшую сторону, посмотрите на вот это. Просто обычный бокс, обычный ящик. А, да, вот эти вот коробки, ну, тоже неплохие. Как бы и те были неплохие, и вот эти тоже. Двери, кстати, меняли или нет? Этого я не помню, хорошо. Так, давайте спидран, быстро посмотрим. Так, это я не знаю, это что? А, это дерево, типа вот такое с полосками. Решетка. Решетка вроде выглядит так же.
Вау, деревянный пол какой стал! Блин, а как это офигенно! Посмотрите, какие красивые вот эти разводы между между каждой плиточкой этого... Что это? Ламината или что это такое? Ну, короче, деревянного пола. Это, наверное, просто деревянный пол какой-то. Ниндзя фута я не могу сверху смотреть. Давайте на Рафа переключимся. Кстати, ну, текстура черепах в принципе неплохая. То есть они теперь выглядят как... Ну, они более, наверное, стали даже похожи на черепах из мультика. Поэтому вот так вот. Так, ладно, все, переключаемся на майки. Быстренько, быстренько, быстренько. Потому что это... О! Не, знак Шреддера не... Вода! Вау. Вода, да. Вода намного стала красивее. Плюс мы видим вот эти каменные плиты. Блин, ну вода стала красивее. Это факт. Это я вам скажу... Ну, это мое мнение, конечно, все. Ваше мнение может отличаться, но мне вода очень нравится. Рычаг, кстати, сделали... Не, он такой же остался. Либо ему другую текстуру сделали камня, по-моему. Что-то мне так кажется, что да. Вот эти плиты тоже чуть изменили, добавили чуть-чуть вот такой вот резкости, да, получается. Вау! Пульт! Посмотрите на пульт! 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 Блин! Не, это респект. Это абсолютный респект. Лазер не поменяли, кстати. Ковер тоже поменяли, посмотрите. Я вам могу сказать так. Я любые косяки прощаю, потому что этот человек еще это делал на протяжении всей игры. То есть вся игра поменена. Давайте вот, ну, не поменена, всю игру поменяли. Перетекстурировали, полностью поменяли все текстурки в игре. На всех уровнях, понимаете? Это очень долго, это очень сложная работа, кропотливая. И еще и за бесплатно, еще и просто фанат, никто, ну, просто фанатик, получается, игры. Я так не могу сделать, для меня это очень сложно, для меня это очень долго, и я не знаю... О, кстати, футы теперь... О, пицца красиво выглядит. А ну-ка, футы. Футы теперь пропадают просто как будто бжим и все, как будто какой-то флэш происходит, и все. Всплеск света, и ничего не написано про нокаут. Так, комплит. Завершено. Так, ну здесь, да, текстурки чуть криво вставлены. Леонардо, Рафаэль, Майки, Дони. Вот, кстати, вблизи смотрим. Ну да, чуть-чуть стала черепаха грязнее, но мы это прощаем. Мне нравится, как сделано. Какой уровень будет следующий? Давайте, если вы мне не верите, что все в этой игре изменено, я вам покажу Кураяма. Доки. Я же говорю, все текстуры пола. О, кстати, вот это, смотрите, стала мина более оранжевая, смотрите, какая она. А, не оранжевая, а желтая такая. Взрыв тоже красивее стал. Так, ниндзя-невидимки стали более синее. То есть им добавили прям, они теперь прям ярко-синие. Ну, неплохо, мне нравится, мне нравится. Так, лучники. Лучники такие же, просто форма футов стала чуть черная, да. Она, ну, по-моему, она не как в мультике, она более, да. О, сюрикен, кстати, теперь выглядит сюрикеном настоящим. И мне нравится, что все вот эти вот текстурки теперь как будто в текстурке камня, в текстурке реалистики и без мультика. Это прикольно, это какое-то отличие, потому что я эту игру прошел около 10 раз, может быть даже больше, и мне надоело играть с прошлыми текстурами. Новые текстуры — это то, что нужно попробовать тому, кто играл давно в эту игру. И посмотрите, кстати, какая вот, какая текстурка вот этой вот двигающейся ленты, как будто булыжник с кусками такими острыми. То есть острый такой булыжник, шипистый такой, и то же самое вот здесь вот, с осколками такими. Это прикольно. Так, давайте идем дальше. Давайте, иначе мы сегодня ничего не успеем посмотреть. Ну да, и сегодня мы и так не очень много всего успеем посмотреть. Кстати, есть предложение, знаете какое, как в прошлый раз. Хотите, чтобы я прошел Battle Nexus снова в 2022 году? И с этим модом. Хотите или нет? Это будет заодно обзор, заодно прохождение. Этот мод, да, получше, конечно, чем обычный мод 2003 года. Это да, это факт. Потому что тут, как минимум, тут работа намного была кропотливее. Тут намного постарались больше. И времени потратили. Да, и выглядят некоторые моменты тоже тут поприятнее. Мне очень нравится вот этот вот
пол. Мне нравится, шикарно. Не только пол, вот эти все текстурки вокруг. Вода, кстати, и такая же, ее не изменили на этом уровне. Бочки чуть-чуть стали чуть-чуть розовее. Вот эти как они? Не дзюдоисты, а как они? Блин, я забыл, как это слово называется. Короче, вот эти большие футы стали чуть-чуть темнее. Но светлее. Я не знаю, как это сказать, но... Вот как бы вот так вот он теперь выглядит. Он как будто... У него форма как будто из камня, кстати. Вот эта вся форма, которая на нем одета, она как будто с камня. Текстурка такая странная, сюрикены. И идем посмотрим на элитного ниндзю. Так, босс у нас... Смотрите, какой он темный. Да, он как будто реально ниндзя. Он весь такой темненький. Прикольно выглядит. И что-то он мне сейчас напоминает на ниндзя, на элитного фута из 2003 года. Почему-то. Да, у него тоже, смотрите, как поменяли текстурку, отлично. Блин, не, прикольно. Это прикольно, я не могу ничего говорить плохого. Так, полоска ХП, Hellbar, или как там это называется? Да, Hellbar. Ну, вообще, я не знаю даже. Ну, вроде неплохо. Да, окей, красиво. Но, что бы сделал я, если бы я этим занялся? Я бы вместо вот той вот надписи, которая деформирована, я бы вот вместо этого логотипа поставил бы любую фотку босса, с которым мы деремся. То есть, как в Черепашках Ниндзя 2003. Когда мы видим фотку босса. Это, блин, это, я не знаю, это очень, знаете, так эстетично выглядит. Я, конечно, знаю, с кем я дерусь, потому что его имя написано, все дела. Но еще офигенно, когда мы еще видим фотку типа этого босса. Ну, как в Черепашках Ниндзя 2003. В первой части. Поэтому, блин, если будет когда-то обновление, пожалуйста, сделай это. Это просто будет 10 из 10. Сколько у тебя хп? Подождите. А, да, все правильно. Фу, я уже подумал, что тут хп уже не видно в конце. Так, ну все. Чего? СС, не надо мне такие оценки. Зачем? Зачем мне такие оценки? А что? А что, может быть... Кстати, пульт тоже изменили, он стал более фиолетовый. Все текстурки чуть-чуть утемнили. Чуть-чуть какого-то глянца добавили. Это, по-моему, называется глянец. Да. Стало более красивее. Не во всех смыслах. Это естественно, потому что, ну, во-первых, всем не угодишь. И, во-вторых, блин, это было сложно. Я понимаю, насколько это сложно. Какой это труд. Так, что ж. Куда дальше, друзья? Что мы будем смотреть дальше? Давайте посмотрим горящую деревню давайте глянем, потому что вот это интересно, интересно, интересно. Горящая деревня, поехали. Так. А, текстурку... Блин, я думал, что трогали текстурку огня, если честно. Здесь как будто, кстати, всем повысили, знаете, шум на текстурках. Видите, они как будто такие... У них у всех как будто текстурка камня. Поэтому мне кажется, что да, у них как будто повышенный шум на этих. И они не идеально гладкие, эти текстуры все. Вот эти вот, например, у солдат, видите? Они как будто не прям гладенькие. А как будто в какой-то... С полосками, видите? Поэтому вот это вот мне не очень нравится. Уничтожить врагов. Бочка, блин, прикольно. Смотрите, какая бочка теперь у нас новенькая. Блин, не, это не халтура. Это реально не халтура, чувак старался. Мне очень нравится, как изменены вот эти вот предметы. Ящик, бочка. Прикольно. Так. Просто разглядываю. Она такая темненькая стала. Со всякими кляксами, вот видите? Вот эти вот серенькие полосочки. Вот наверху. Кляксы всякие. Типа грязь, она грязная. Она тут стояла долго, типа вот это все. Так, кстати, ящик почему-то у нас не в HD. Не знаю почему, но ладно. А этот ящик, это тоже не в HD, ладно. Но я так понял, тут цель была в том, чтобы поменять абсолютно все текстуры. И здесь, смотрите, у нас стала железная вот эта штучка под... Как он называется? Факел, короче. И вот эта вот тарелочка у нас стала вместо деревянной. У нас теперь вот такая вот железная тарелочка. Прикольно. Хорошо. Идем дальше. Что же еще? Чем нас еще порадует автор? Давайте зайдем к трицератонам. Какой у нас там план на карте? Так, здесь у нас тоже крестики всякие. Давайте к спазмозавру зайдем, а? Где у нас спазмозавр? А, арена Трайспорт.
Вот у нас спазмозавр. И... Ой, да, вот видите, вот этот вот как будто песок какой-то. Вау! Серьезно? Текстура песка? Блин. Чуть-чуть. Чуть-чуть сделано. Чуть-чуть. Мне не нравится. Почему? Потому что если смотреть вот так вот, то вы видите. Вот плитка. Вот просто кусок плитки. Окей, да? Раз плитка, ну вот следующая плитка. Это просто одна и та же плитка по всему периметру. Ну, то есть, вот видите, каждая плитка. Если сделаем вот так вот, то в принципе можно развидеть эти плитки и будет как общий песок. Я не знаю, вот я сейчас развидел на секунду, сейчас опять вижу. И это, в принципе, круто. Спазмозавр! Спазмозавр у нас теперь прямо как Сквидвард какой-то, да? Посмотрите. Осьминог. Да, спазмозавру ставим 10 из 10. Он стал красивый. Ярко-фиолетовый, блин. Красиво выглядит, хорошо. Возможно, какие-то моменты не как в мультике, но это же реалистичный мод. Точнее, это вообще мод обновленной текстуры, по-моему, он так называется. Но я уже что-то сам от себя добавляю, что это этот... Вау, железные ящики. Прикольные стали тоже. Мне нравятся. Я не буду говорить, наверное, как они поменялись. Просто я думаю, вы сами понимаете, что где поменяно, если вы играли в эту игру. Но... Я думаю, что примеры, как все выглядело, я буду до этого показывать. Поэтому, если что, то вот так вот. Ну, также у меня на канале есть прохождение полное черепашки ниндзя 2 Baton Nexus без мода. Кому интересно, кстати, смотрите, заглядывайте. Мне не сложно, вам приятно, мне не жалко. Поэтому да. Вообще, сегодня я еще хотел посмотреть на персонажей, как они выглядят. Кстати, Планета Зеро. Ну, снег стал снегом. Снег стал снегом. Настоящим снегом. Жидкость в взрывающейся... Это, подожди, это взрыв? Стоп, это взрывающийся? Да, это взрывающаяся жидкость. О, кстати, динозаврики стали такими вот... Это не коричневый цвет, это такой цвет песка, песочный цвет. Прикольно, как будто динозаврики прямо из Египта. Взрывное вещество теперь у нас желтого цвета, такого лавового. Это выглядит неплохо. Снежные комы теперь не единственная текстура. И теперь она как будто с таким... Тоже чуть-чуть грязнучим слоем от покатывания. Выглядит тоже красиво. Так, пещера. Посмотрите вот на вот это, посмотрите. Стена от пещеры. Посмотрите, как красиво. Блин. Она жесткая еще, понимаете? Вы проведете рукой, вы как будто ну, если сильно проведете рукой, то вы поцарапаетесь, потому что она не гладкая, она жесткая, с такими вот этими. Блин, красиво. Так, ну они, кстати, какие-то мультяшные более стали, наверное. Может быть, из-за того, что похоже на единую текстуру. Не, прикольно. Тоже прикольно, но чуть хуже, наверное, стало, чем было до этого. Тут да. Кстати, если их перевернуть, у них зеленый животик. Прикольно. Так. У них, кстати, тень появилась? Или это что такое? Или я что-то не так понял? Так, еще появились сосульки, точнее обморожения такие на... Вот, видите, не на стенке, а на... Вот, на камне с левой стороны. Так, идем дальше. Спускаемся. Текстура снега. Кстати, а какая текстура, когда снег идет? Такая же или нет? Давайте посмотрим. Не знаю. Первый раз я не знаю. Серьезно. А тут такая же текстурка или не такая? Подождите. По-моему, такая же, да? Ну, я про то, что сейчас идет снег. Он так же шел? Или не так он шел? Этого я не помню, честно скажу. Надеюсь, что так. Так, ну текстура снега тут абсолютно так... О, платформу он не менял, кстати. Смотрите, платформу с Zero он не менял. Ой, посмотрите, какие они беленькие стали. Они стали более гладкие. То есть кто-то тут стал гладкий, кто-то стал жесткий. Я про текстуру. Какая-то текстура стала жесткая, какая-то яркая. Ой, гладкая. Прикольно, да? Смотрите, они теперь все гладенькие такие.
Как будто без всякой шерсти вот этой, которая была в прошлом. Не, смотрите, шерсти есть, вон кусочки там такие видны. И, блин, очень красиво сделана жидкость. Если бы можно было реально в оригинальной игре сделать так разработчикам, это очень была хорошая идея, сделать бы вот так вот, посмотрите. Синяя жидкость на замораживающем, как оно называется, на замораживающей взрывчатке. Это красиво. Так, ну что, все, глянули. Ну, тут, наверное, уже больше новых текстур нету. Вот эти вот текстурки камня мне очень нравятся, потому что они стали более жесткими, чем просто гладкие текстурки. Вот эти вот одноглазые стали зелеными такими, тоже с выделениями. Как оно называется? Как будто, знаете, как цемент замороженный. Когда цемент замороженный, он такой жесткий становится. И как будто такая выдавленная, да? Как карточки, например. Суперредки, которые выдавлены, вот так же самое. У некоторых текстурка поменялась, а у некоторых гладкая текстура, то есть гладенькая такая, без жесткости. А у некоторых вот эти вот точечки жесткие. Так, комната трансмата, может быстренько посмотрим. О, смотрите на вот эти красные полосы от того, что здание заминировано. Они стали более, как будто похожи на какой-то вирус. Это, кстати, и был вроде вирус какой-то. Да, этому тоже 10 из 10 ставлю. Вот эти вот выделения, полосочки, очень красивые, красные, яркие. Все, что нужно. Так, Шреддер поменялся? Да, Шреддер! Да, Шреддер стал более такой, знаете, металлический, такой железный. Он мне напоминает Шреддера из серии Bad Day. Вы думали, верные слуги бросят меня? Вы и проклятый Утрома решили, что избавились от меня, но лишь вырыли себе могилу. Из серии Плохой день, или как там... Да, по-моему, Плохой день эта серия называлась. Там в конце появился Шреддер, и он... Этой текстуркой очень на него похож. Текстурку Шреддера даже на трансмате поменяли, вы понимаете, как это круто? Блин, класс, хорошо. Ну что, будем заканчивать? Или что-то все-таки еще глянем? Дом! Давайте посмотрим дом. Так, дом у нас стал более насыщенный, да? Более насыщенные краски у него. О, там плакат поменяли, посмотрите. Вы видели? Оп, там какие-то игры. Я не смогу, наверное, увидеть, хотя я знаю, как это исправить. И вот, кстати, плакат черепашек поменяли. Вот, я сейчас посередине он был, когда я листаю. Я просто не могу замедлить. Так, турнир. Давай зайдем в турнир. Давайте. Так. А в любой тут, в принципе, оно не важно. Кстати, он вырезал кат-сцены, что ли? Странно. Так, пещерные люди. Пещерные монстры. Как вообще, монстры? Что с вами случилось? Так. Ну да, они все стали более такие, видите? Да, они стали жесткие, просто как булыжник. Я не знаю почему, мне это кажется, но они просто стали как камни. Жесткие. Вот текстурка именно как будто камни наложена на них. Вот это мне, конечно, не очень нравится у всех их. Но мне кажется, что это сделано, типа, чтобы была как чешуя, знаете, как кожа какая-то, чтобы сделать реалистичную кожу. Да, мне кажется, это для этого и было сделано, поэтому не все выглядят как будто камень какой-то. Жесткий. Что ж, друзья, думаю, на этом стоит заканчивать. Что вам еще тут показать? Я думаю, все показал. Это была первая часть. Вторая выйдет, не выйдет, это все зависит, конечно же, от вас. Я пойду пока на гонку. А вы пока, я думаю, можете поставить лайк. Ну, канализация. Посмотрите на текстурки канализации. О, монетки. Ну, монетки какие-то белые слишком стали, да? Мне кажется, слишком какие-то белые. То есть они уже не серебряные, они реально белые. Текстурки канализации, смотрите на эти кирпичи. Кирпичи стали более реалистичные. Мне это нравится. О, вот эти кирпичи, да. Кирпичи как будто взяты просто отдельные строительные грязные кирпичи из канализации. О, бочки тоже поменялись, серебристые они стали. Вода поменена. Ну, вода, кстати, вот видите, плоским слоем. Из-за этого кажется, что она вообще нереалистичная. Как и сейчас пол. Но мы на это не обращаем внимания, потому что... Зачем? Это сделал фанат. Это сделал обычный человек, как вы, как я, как все кто угодно. Но человек, который знает, что делает. Поэтому
спасибо большое тебе. И также тебе за просмотр этого видео. Хочешь продолжение обзора этого мода, либо сам посмотреть, ссылка будет в описании. Ставьте лайки, я обязательно оставлю ссылку. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. И прохождение этой игры с этим модом будет, если будет много лайков, комментариев, отзывов, оценок. И не забывай подписываться на мой инстаграм, мою страничку ВКонтакте и телеграм, на группу в телеграме. Да, канал в телеграме. Все, на этом все, пока.